Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. А кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я обращаюсь снова к любителям фабричного края и хочу показать еще один способ формирования фабричного края. Этим способом поделилась со мной моя подписчица Татьяна. Татьяна, большое вам спасибо. Огромное-преогромное. Я надеюсь, что этот способ многим вязальщицам придется по душе. Вяжется очень легко, несложно. Ну и дальше вы уже в процессе увидите. Итак, кому интересно, переходим дальше и приступаем вязать. Для вязания нам с вами необходимо два цвета. Это дополнительный цвет и основной цвет. Итак, дополнительным цветом я набираю на спицы количество петель в 2 раза меньше тех, которые мне необходимо. Допустим, мне нужно набрать 140 петель, я набираю 70 петель. Набрала 70 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Итак, у меня 71 петля. Всю ниточку я обрезала. Затем замыкаю вязание в круг. Замыкаем вязание в круг. Так, снимаем, подхватываем и аккуратненько вот так протягиваем. Все. Сняли петлю первую и протянутую накидываем на спицу. Хвостики подтянули, все, замкнули вязание в круг. Теперь смотрите, можно провязать еще один круг, но изнаночными петлями. Я этого делать не буду, просто наборный ряд, и теперь перехожу к основному цвету. Беру основной цвет и, девочки, провязываем 3 ряда изнаночными петлями. Просто 3 рядочка. Все петли провязываем изнаночными петлями. Провязали 3 ряда изнаночными петлями и смотрим на полотно. Этот способ, практически такой же способ я вам показывала, только разница была в том, что мы работали по лицевой глади, да, как бы по лицевой стороне, и поднимали петли с изнаночной. А здесь у нас вот мы работаем прям по изнаночной стороне, как бы по изнаночной стороне. Итак, девочки, смотрим внимательно. Вот у нас под стежками желтого цвета стежки голубого цвета. И вот эти стежочки мы будем с вами поднимать как петли. Итак, первая петля у нас будет изнаночная. Провязываем ее изнаночной. И поднимаем вот этот первый стежок. Подцепили спицей, накинули на левую спицу и провязываем за правую стеночку лицевой петлей. Итак, это у нас резиночка 1 на 1. Дальше следующая петля у нас снова изнаночная. Следующий стежок подцепили или подхватили, накидываем на левую спицу и провязываем лицевой петлей. И так далее. Изнаночная петля. Можно вот так снизу, девочки, вот таким образом, и накинуть на спицу и сразу провязать лицевой. И так вяжем до конца ряда. Это для резиночки 1 на 1. Для резинки 2 на 2 процесс весь тот же самый, только сначала мы провязываем 2 изнаночных и затем подхватываем 2 лицевых, 2 изнаночных и 2 лицевых. То есть я уже не буду показывать вам резиночку 2 на 2, поскольку смысл
И сам процесс тот же самый. Итак, вяжем резинку 1 на 1, поднимая дополнительные петли. За счет этих дополнительных петель у нас с вами и восстанавливается нужное нам количество петель. Если у меня сейчас их 70, после того, как я подниму вот эти лицевые петли, у меня будет 140 петель. Для себя, смотрите, ориентируйтесь. Провязали первую изнаночную, вторая лицевая. И вот здесь вот в конце то же самое. Будет изнаночная, и последняя петля будет лицевая. Итак, девочки, вяжем до конца ряда. Довязали, подняли все стежки, все петли. И теперь вяжем дальше резиночкой либо 1 на 1, либо резинкой 2 на 2 на высоту, которую вам необходимо. Я обычно провязываю еще после того, как подняла петли, я провязываю где-то 2-3, ну можно 4 ряда, и затем убираю вспомогательную нить. Чтобы убрать дополнительную нить, я использую вот иглу, обычную иглу с тупым кончиком. Кто смотрел мои предыдущие видео по формированию фабричного края, в принципе, уже знает, как я это делаю. Итак, вот у меня ниточка. Можно эту убрать сюда. И поехали. Вот она. Видите? И вот задушку цепляю аккуратненько. И таким образом вытягиваю дополнительную нить. Многие предпочитают разрезать вот эти петли ножницами, но я как бы не рекомендую вам это делать. Если ниточка для вас сильно длинная, ее можно просто обрезать и дальше. И так до конца ряда. Так, вот заканчиваю, девочки. Вот здесь у меня, видите, последний остался. Раз. И все. И теперь мы просто вот так вот тянем за нить. И вытягиваем всю дополнительную нашу ниточку. Аккуратненько. Так, здесь вот где-то зацепилась, видать. Спицей, наверное, я ее зацепила. Так. Маленько неудобно, поскольку диаметр лески маленький. Что надо как-то вот так вот. Так, вот эту нить нам надо с вами вытащить. Так, продвигаем тихонечку. Оп, все, вытянули всю ниточку. Все. И дальше продолжаем вязать резиночкой 1 на 1, либо 2 на 2. И вот такой вот у нас с вами край получается. Сейчас я маленько высоту отвяжу и уже покажу то, что у нас с вами, какая красота у нас с вами получается. Отвязала я резиночку, немножко высоту, и вот смотрите, что у нас получается. Вот такая вот красота. Вот наш край эластичный, сильно растягиваться край изделия не будет. Так, вот так выглядит снизу.
Вот такой фабричный у нас краюшек. Еще раз поблагодарим нашу подписчицу Татьяну за то, что поделилась таким прекрасным способом. Конечно же, я думаю, что этот способ придется вам по душе, поскольку тот, который я показывала, где надо было поднимать петли с изнаночной стороны, да, немножко трудоемко, неудобно. А здесь вот, пожалуйста, все петли лежат у вас прямо перед глазами. И можно очень легко работать с полотном. На этом я с вами прощаюсь. Всем дружных спиц, творческих успехов. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. До новых встреч. Пока-пока.